Друзья, приветствую всех, это «Система». Сегодня поговорим о самом долгожданном событии последнего года, об анонсируемом крупномасштабном контрнаступлении ВСУ. О нем с возрастающим страхом говорят российские пропагандисты, ну и некоторые уже падают в студии в обморок. Паника видна невооруженным взглядом. Тот же Гиркин, не стесняясь, поливает Путина. Повар Пригожин, по сообщениям западной разведки, вообще собирается сбежать со своим ЧВК в теплые края, в Африку. Ну а у русских реально большие потери, они это сами признают. Ну и все это на фоне сообщения об ускорении поставок тяжелой техники в Украину, в частности танков. На днях мы, кстати, получили МиГи от Словакии, наши спецы прошли уже обучение на ПВО «Патриот», ну и так далее. Путин тем временем снова надувает щеки и грозит своей ядерной дубиной. По сообщениям западных разведок, свое наступление, кстати, могут готовить и русские. Что же происходит на самом деле на фронте? Давайте постараемся разобраться, к чему готовиться и чего ожидать. Пишите ваши комментарии, ну и не забудьте поддержать систему. Это ваш вклад в единый информационный фронт против оккупанта. Но обязательно досмотрите это видео до конца. Начнем с угрозы от русских. В Американском институте изучения войны говорят, что российская армия перебрасывает подразделения на разные участки фронта и наращивает атаки в районе Авдеевки в попытках ее окружить. Российские войска, возможно, готовятся начать либо интенсифицировать наступление на новых направлениях, но эти операции вряд ли дадут значительный результат, ведь российское весеннее наступление уже приближается к своей кульминации. Снижение интенсивности боев за Бахмут и Угледар подтверждает и в украинском генштабе. Там заявили, что за последние дни количество боевих столкновений на этом направлении уменьшилось. Основними силами РФ на цьому напрямку є представники ПВК «Вагнер». Не шкодуючи нічого, вони втрачають значні сили та видихаються. Зовсім скоро ми скористаємось цією нагодою, як свого часу робили це під Києвом, Харковом, Балаклією та Куп'янськом. Впрочем, ЧВК «Вагнер» под Бахмутом вскоре вообще может исчезнуть. По данным американского информационного агентства Bloomberg, вагнеровцы готовятся к выходу оттуда, да и вообще из Украины. Мол, Пригожин хочет снова сосредоточиться на Африке, потому что российское командование не позволяет якобы пополнять ряды вагнеровцев и не дает им боеприпасов. Пригожин эту новость уже прокомментировал, мол, пока он нужен, будет воевать. Однако о конфликте олигарха с российским Минобороны и лично с Путиным известно уже давно. Ну и поэтому вот этот слив СМИ, скорее всего, некий месседж Кремлю. Ну и также Пригожин внезапно рассыпался в комплиментах ВСУ, чего раньше с ним точно не случалось. Под Бахмутом мы видим хорошо организованную армию, которая наносит регулярные удары, причем наносит грамотно, правильно. Понятно, что мы их отражаем, эти удары, но, тем не менее, организация у них находится на должном, скажем так, уровне. О подготовке России еще одного наступления сразу в нескольких направлениях говорит и представитель Американского совета нацбезопасности Джон Кирби. По его словам, украинское весеннее наступление тоже готовится, и несколько следующих недель будут решающими. Тем временем в украинском командовании уверены, что наступление России сразу в нескольких направлениях практически невозможно. Россия не способна проводить одновременно большое стратегическое наступление на 2-3 направлениях. Это опыт года войны. Херсонская и Запорожская области, Крым. Там они готовятся к обороне. А на Купинском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Шахтерском направлениях это шаги к таки невыполненной задаче – выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Тем временем в Соединенных Штатах сообщили, что американские танки «Абрамс» окажутся в Украине раньше, чем было запланировано. В Вашингтоне решили передать более старую модель «Абрамсов» М1А1. На них значительно меньше оборудования, которое нужно снимать, чтобы оно в случае чего не попало в руки к врагу. Поэтому, собственно, отправка и ускорится. По словам экспертов, это хорошие оцифрованные танки, совсем необходимы внутри современной системы управления огнем, тепловизорами, датчиками и пакетами брони. На вооружении США около сотни таких машин в полностью рабочем состоянии. Ранее ожидалось, напомню, что «Абрамсы» будут в Украине только в начале следующего года.
Мы обещали отправить в Украину танки «Абрамс» и сначала думали, что это будет модель М1А2. Но после более тщательного анализа и консультации с украинской стороной мы решили поставить М1А1. Их мы сможем отправить быстрее, уже к осени. Но Россия, похоже, отправляет на фронт последние древние советские танки Т-54 и Т-55, взятые на вооружение, соответственно, в 1946 и 1958 году. Вот видео эшелонов с этим добром. Танки везут с Дальнего Востока. Как смешно написали в пабликах, в России изрядно напряглись директора военных музеев и хранители реликвий. Ведь что дальше будет использовать русская армия, неизвестно. Но еще есть «Аврора», «Царь-Пушка». Эти танки, конечно, старые, но все равно могут стрелять, правда, недолго. Без существенной модернизации они отличная цель для простого гранатомета, да и, в принципе, для стрелкового оружия больших калибров. У них происходит деградация технической базы. Нет ничего смешного в самом Т-55, как Т-55. Ну да, старый танк, но старым оружием много кто пользуется, и Украина пользуется старыми танками, вот, и будет пользоваться. И Израиль долго модернизировал всевозможные древние, там, допотопные Шерманы, но ни Израиль, ни Украина никогда не говорили, что они вторая армия мира, что они великие, аналогов нетные. Интересно также, что в России как-то замолчали о хваленной «Армате», аналогов нет танки, которому, как говорили, натовские в подметке не годятся. Машину эту, напомню, видели только на параде в Москве, ну и на репетиции танк заглох. Но кричали про «Армату» фактически из каждого утюга. Теперь же упоминаний о чудо-танке не сыскать. Ну а вершины российского танкового военпрома назначили уже другую машину. Танк Т-90М «Прорыв» — это наш самый новый танк. Но, на мой взгляд, это сейчас самый лучший танк в мире. В мире он, безусловно, лучше, чем «Леопард», чем «Челленджер», чем «Абрамс». Все время вспоминают этот самый «Хаймарс», но мы обладаем не худшим видом оружия, которое точность и глубину поражения имеет такую же и лучшую. Если думаете, что бредни Медведева – это все, чем смог удивить нас Кремль за последнее время, то вы глубоко ошибаетесь. Дальше расскажу про размахивание ядерной дубиной и боевого Лукашенко, грозящего, что Россия вот-вот испепелит весь мир. Заявление Медведева – это цветочки. По-настоящему в Кремле полыхнуло после сообщения из Лондона, что Киев получит снаряды с объединенным ураном. Такими стреляет, например, британский танк «Челленджер». Скандал поднял лично Путин. Он уже угрожает, что Россия будет немедленно реагировать. Шойгу что-то промямлил про очередную ступеньку к ядерному конфликту, но Лавров заявил про нарушение международного гуманитарного права. Приплели также и так называемую грязную бомбу, ну и начали пугать ядерной катастрофой. Внезапно обеспокоились, что станет токсичным украинское зерно и даже, что пострадают граждане Украины. Надо же, какая забота. В конце концов, Кремль выкатил свой любимый козырь – боевого Лукашенко. Как только эти боеприпасы взорвутся на позициях войск России, вы увидите, ответ будет страшный. Так что же это такое снаряды с объединенным ураном? К ядерному оружию они не имеют никакого отношения. Из объединенного урана там изготовлен только сердечник. Это очень плотный и тяжелый материал, из которого делают броню, а также средства борьбы с ней. Объединенный уран не обладает высокой радиоактивностью, хотя и считается токсичным. Такие снаряды не экзотика, а штатный боеприпас многих армий мира, в том числе и российской, например, так называемый «Свинец-2». Более того, она использует их в войне с Украиной, у ВСУ уже есть такие трофеи. Так в чем же дело? Все на самом деле очень просто. Это отличные бронебойные снаряды, эффективные в поражении вражеских танков и особенно российского старья. Например, если говорить о Т-54 или Т-55, то такой боеприпас может прошить сразу два. Ну и последнее, что будет беспокоить российских танкистов, это радиация. Пробивает броню 600-700 миллиметров, то есть почти до метра броню может пробить. Естественно, проплавляет и внутри поднимает температуру, уже выжигая все, что есть в самом танке. Защититься от него практически невозможно. Как раз накануне пообщались с военным экспертом Романом Светаном. Он детально рассказал устройство снарядов с объединенным ураном и какую угрозу они несут вражеским танкам. Обязательно посмотрите это интервью, следите за публикациями. На поставки снарядов с ураном отреагировали в Вашингтоне. Там посоветовали Москве, что если они беспокоятся о своих танках, то есть очень хороший способ о них позаботиться.
Такие снаряды – общее место и используются десятки лет. Думаю, дело в том, что в Кремле не хотят, чтобы Украина продолжила уничтожать российские танки. Что ж, выход есть. Нужно забрать эти танки из Украины. Президент Чехии Петр Павел, генерал, в свое время возглавлявший военный комитет НАТО, и чешский генштаб торопит Украину с контрнаступлением. По мнению Павела, окно возможностей для Украины открыто в этом году, а конкретно в ближайшие месяцы. Дальше будет трудно, ведь усталость от войны помогающих стран только нарастает. Я считаю, что у Украины будет шанс только на одну попытку большого контрнаступления. Если она провалится, получить деньги на следующую будет крайне сложно. Но вот австрийский военный аналитик Том Купер возмущен попытками подстегнуть украинское контрнаступление. Купер убежден, что атаковать побыстрее хочется диванным генералам и наблюдателям со стороны. Однако украинским боевым генералам виднее, когда и где наступать. И нечего их к этому подталкивать. Купер предостерегает от повторения ситуации в войне Ирака с Ираном в 80-х годах. Тогда иранскую армию со всех сторон подначивали контратаковать, что она в результате и сделала, хотя не была готова. Наступление провалилось, что затянуло боевые действия еще на 1,5 года. Купер напоминает, что война в Украине – это не видеоигра. Украина не должна и ВСУ не должны идти в наступление, особенно если это наступление не готово. А оно сейчас не готово. Многого до сих пор не хватает, поэтому всем советчикам и комментаторам я бы рекомендовал набраться терпения. Что ж, вполне очевидно, что назревает новая ситуация на фронте, новая реальность. При этом множество горячих и говорящих голов разных мастей гонят вперед. Время настало, Украине нужно наступать, другого шанса не будет, ну и так далее, и так далее. Все хотят побыстрее результат. Но мы не в видеоигре, где, если нужно, героям легко докупить жизни или приобрести бессмертие. И game over в реальной жизни может стать катастрофой. Поэтому, как говорится, omne tempus habet в переводе с латыни означает «всему свое время». Друзья, вместе внимательно следим за развитием событий, анализируем и детально разбираем на канале «Система». Присоединяйтесь, проверьте подписку на канал и поддержите нас и нашу работу. До встречи и счастливо!